Постулаты советского образования, верные догмам интернационализма, гласили, что генетика не оказывает никакого влияния на индивида, и ребенок индийских неприкасаемых, выросший при дворе английской королевы, будет ничем не отличаться от лорда, сотни поколений родовитых предков. Все дело лишь в среде и воспитании. То же утверждается и на Западе, с 70-х годов, и как дань левой повестки, и как способ не обсуждать проблемы наследственного и воспитуемого, чтобы не ущемлять гордость малых народов мира. Тем более считается, что опыт предков и их условия жизни никак не влияют на последующие поколения. Однако, заводчики пород животных, а особенно собак, знают, что характер потомства не только определяется его родителями, но касается даже таких мелочей, как предыдущий сильный травмирующий опыт предка, который будет вызывать ужас и у потомка, хотя тот ранее не сталкивался с подобным в жизни. Так большинство собак инстинктивно боится не только залпов из оружия, но и даже самого запаха пороха, но ведь никогда не имели опыта столкновения с огнестрелом. Собаки, чьих предков загрызли волки, уже не годятся на роль волкодавов. Собаки охранных и пастушьих пород без обучения охраняют свою территорию и вверенных животных. А как же это получается? Жестоким отбором и выбраковкой малейших отклонений. Но сам факт того, что некоторые поведенческие механизмы наследуются, даже без обучения, имеет место быть при всем замалчивании. И даже без подобных примеров люди формируются в определенной ментальности, которая зависит от условий среды и культивируют те или иные модели поведения. Поэтому охотнику Зулусу нужно быть быстрым и смелым, датскому крестьянину терпеливым, а китайскому чиновнику уметь подчиняться. Так и крепостное право формировало правила игры, по которым жили люди, и те, кто не подчинялся им, выбраковывались физически, либо ссылкой в Сибирь, что часто было одним и тем же, а оставшиеся уже вели себя так, как предписывалось, что и сформировало уникальные, узнаваемые черты крепостного менталитета, элементы которого от русского крепостного права есть у народов Восточной Европы, в границах современной России, а от не менее жестокого польского крепостничества в Белоруссии, Украины и части Литвы. Какие же это черты? Отсутствие чувства собственного достоинства. Его наличие было очень плохим качеством для крепостного, поэтому носители редко передавали потомкам умение быть гордым. Зато почитание чинов еще со времен Орды было обусловлено фантастическим раболепием. Низшие именовали себя униженно, даже если были родовитыми дворянами. Ивашка, Васька, Прошка буквально валялись в пыли у ног господина, целовали подол кафтана, били себя в грудь кулаком и слезно молили услышать просьбы. Такая театральность не только не смущала, но и активно приветствовалась как часть этикета, без соблюдения которого можно было впасть в немилость. Видя, как унижаются дворяне перед царем, крестьяне делали то же самое с помещиками. Именование себя последними словами, жалкий вид, земные поклоны, снимание шапок, а дальше принятие смиренно любой несправедливости, наказания или откровенной барской блажи. А на другой стороне явления, прямо стоящий перед барином и не выказывающий услужливости человек, первый кандидат на продажу, ссылку или в рекруты в армию, бунтовщик потенциальный. Поэтому крепостная среда культивировала раболепие перед вышестоящими в гомерических формах, бездумное чинопочитание, для чего следовало исключить из своих принципов наличие собственного достоинства. Церковь помогала в этом активно, объясняя крестьянам, что все они рабы Божьи и рабы помещика, словно пастырь и агнцы. И как следствие этого собственное достоинство крестьяне отрицали и у соседей. Если перед вышестоящим крепостной трепещет, то перед равным, а тем более перед более бедным, слабым или глупым, он превращается в агрессора и жесточайшего тирана. Оттого столь чисты в их среде были драки, убийства, бои деревни на деревню и вообще атмосфера нетерпимости к чужакам. Если незнакомого барина не терпят, то чужак из другого села будет сильно бит, а любой спор крестьян быстро перетекает в драку и поножовщину. Ты холоп, и я холоп, так чего же вокруг да около ходить? Множество печальных историй о горькой судьбе младших братьев, жен в домах свекра, просто опостылевших жен или мужчин-инвалидов. Их били нещадно, склоняли к сожительству, нередко калечились таким размахом,
что только маркиз де Кюстин обратил на это внимание в своей книге о России времен Николая фразой: «О, сколько насилия таится в этих сельских, умиротворенных пейзажах». На таком фоне, естественно, вырастала ценность любого чина. Добившийся хоть небольшого возвышения, получал в глазах сообщества не просто права и обязанности, а скорее только права, причем и на физическое насилие над бывшей ровней. И его теперь отчаянно, раболепно почитают, чтобы умилостливить и задобрить, в то же время в душе проклиная и при любом удобном случае строя ему козни. А теперь посмотрите, как почитают чины в современной ситуации во всех славянских странах. Как еще в 90-е массовые драки деревня на деревню или район на район были обыденной ситуацией. Как до сих пор велика статистика бытового насилия. Это все оттуда. Следующий пункт я не знаю, как озаглавить кратко. Крепостные редко женились сами. Чаще их женил барин по каким-то своим соображениям, а нередко он сначала помещал всех будущих жен в свой гарем, а потом уже выдавал замуж, насытившись. Это формировало специфические представления крестьян о любви, браке и верности. Будучи невластными над своим положением и телом, крестьянки рассматривали себя как объект сексуальной эксплуатации. Барином ли, нелюбимым мужем ли, чужаком из барского клуба картежников. И пока она молодая и привлекательна, ей придется терпеть посягательство толпы мужчин более высокого ранга. А если и выйдет замуж, то муж по своим привычкам будет мало отличаться от насильника. Исследователь русской деревни Энглигард писал, что крестьянки отдаются охотно чужакам, если все будет скрытно, за мелкие подарки. Да еще и подначивают друг друга, приговаривая, чай не лужа не высохнет. Сложно ожидать высокой морали у женщин, прошедших сначала через барское растление в юном возрасте, затем через фактическое насилие в зрелости и, наконец, через брак со случайным мужчиной из той же бесправной среды. Получилась гремучая смесь. Сочетание половой холодности, так как мужчина не по доброй воле, с половой распущенностью и безразличием к своему телу из-за постоянного насилия. Желание извлечь выгоду из такого тяжелого положения, от чего расцветает плохо скрываемая проституция. Тяга к сильным и агрессивным мужчинам, которые способны защитить, и презрение к нелюбимым слабым мужьям, имеющим право на жену в последнюю очередь. А не видим ли мы в этом портрет типичной женщины свободных нравов из мужских пабликов стран бывшего СССР? Та же тяга к аффектам, распущенность и иррациональная неспособность строить семью и отношения. Но и у мужчин было не лучше. Их тоже женил барин, довольно рано, чтобы как можно быстрее они родили детей себе на замену из-за быстрого износа организма на работе, перспектив попасть в армию на четверть века и высокого травматизма. Если не барин, так отец выберет невесту и обженит. В любом случае, это будет не всегда приятная пара. Тягостные отношения будут отравлены прошлым женщины, если та привлекала внимание помещика или его детей, друзей, бастардов. А главное, права на жену крепостной муж имеет меньше, чем его хозяин. В любой момент ее могут забрать к нему. Поэтому некрасивая и работящая жена намного лучше красотки, на которую гарантированно будет внимание всей округи. И тогда мешающего мужа могут убить, заморить работой, продать детей его самого на рынке. Множество способов устранения. И как такое бесправие скажется на характере мужчин? Оставались пассивные, ведомые, не считающие измену жены трагедией, равнодушные к своему хозяйству, ведь усилия за один миг может обесценить помещик, горько пьющие. Были другие примеры? Конечно. Историй об убийствах помещиков и неверных жен множество. Но все их герои или погибли в армии, бесконечно воюющей России, или отправились осваивать Сибирь, обезображенные и потерявшие здоровье. Хитрость, вероломство и лукавство. Прямой протест был малоэффективен в Российской империи. Ежегодно страну сотрясали сотни крестьянских восстаний, но армия из тех же крестьян, казаки, кавказские горцы, быстро топили сопротивление в крови. Оставался протест тайный, и авторы-современники удивлялись, с какой хитростью крестьяне обманывают помещиков. В ходу были истории о глупом барине и сметливом хлеборобе. Барина обсчитывали, обкрадывали так, что он порой не понимал, где его убыток. На словах же крестьяне пели дифирамбы хозяину и пеклись о его благе пуще самого себя. На все вопросы крестьяне отвечают нехотя и уклончиво, чтобы ответ нельзя было трактовать против них.
Никогда не сообщают подробностей обстоятельств, вообще очень подозрительны к чужакам вне общины. Нарицательные примеры, когда пойманного в городе крепостного без грамоты от барина спросили, куда он идет. Тот отвечал, что домой. А откуда идешь? Из дома. Тогда же родилась поговорка, что русский крестьянин любит прикидываться дураком, а малорусский умным. Но как только позволяет ситуация, внезапно оказывается, что крестьянин сколотил состояние и хочет выкупить себя у проигравшегося в карты барина, покрыв его долги. Или что барская усадьба вдруг запылала, а сам барин найден с топором в голове. Его крестьяне же безутешно оплакивают это событие, совершенно не понимая, что же произошло в их деревне. Коллективизм клубка змей. Крестьяне жили общиной, где все несли круговую поруку за свои действия. Если провинился один, накажут всех. Что породило своеобразную модель? С одной стороны, крепостные действительно всегда действовали коллективно, от подачи жалоб до работы артелями. Они всячески сдерживали друг друга и сами пресекали бунт кого-то из них, чтобы не попасть под наказание всем. И это приводит к забавному феномену протеста без лидеров. Очень редко и до сих пор в России формы неподчинения имеют яркую фигуру во главе, как требует того логика истории. Нет, зачастую это толпа. Переминается с ноги на ногу, и кто-то зачитывает требования крайне неуверенным голосом. Это глубинный страх коллективной ответственности. Даже восстания Разина и Пугачева имели этот изъян, а в более мелких вообще упоминалось, что лидеры, лишившись опоры на массы, вмиг превращались в обычных крестьян и сваливали все на общее решение, апеллируя к коллективу и не считая себя его предводителями. Излишне говорить, что такие социальные группы не могут эффективно координироваться, действовать и даже планировать, несмотря на численное превосходство. Это даже не толпа, а стадо, не годящееся противостоять слаженным армейским или иным коллективам. И в то же время внутри общины царит вражда и ненависть. И по причинам равности статуса холопов, и по причинам конкуренции за ресурсы, которых всегда мало, и которые распределяет вышестоящий, то есть барин. Члены общины пытаются обманом или насилием заполучить себе больше благ, чем у соседа, что вызывает конфликт, для решения которого обращаются к вышестоящим и никогда ни о чем не могут договориться так, чтобы все соблюдали этот договор. Вражда длится годами, затихая и активизируясь из поколения в поколение. Тогда шла борьба за землю и урожайные наделы, за внимание помещика. Сейчас примерно те же принципы жизни можно увидеть в любом домовом чате жилых комплексов. Апатия и фатализм. Классические русские черты еще со времен классиков литературы. Взялись из тех же краев. Если все ваше имущество в любой момент может забрать или продать барин, зачем его наживать? Если ваша жена не ваша, а лишь временная по решению хозяина, счастлив ли такой брак? Если вы сами за провинность или косой взгляд можете быть биты, проданы, отправлены в солдаты, у вас будет оптимизм и ожидание перемен к лучшему. Все вокруг не ваше, а хозяйское, а вы в нем подневольный работник на голодном пайке. Так зачем это все ценить, беречь и благоустраивать? Протестовать нельзя, убежать некуда. Остается только имитировать работу на барина, вредить ему по мере сил и стараться своим трудом не приумножить его капитала. Поэтому часто мужчин русских крепостных деревень описывали как уже с утра в выходной день, встающего в дверном проеме и глядящего вдаль на дорогу. И так он простоит весь день. Дополняется этот образ минимальностью потребностей и умением выжить в тяжелейших условиях, выращивать в них потомство и обучить его тем же приемам жизни. Портрет получился неприглядный, но это лишь часть того, что можно заметить, и что резко выделяет народы, имеющие опыт рабства, от прочих. Как вам кажется, достоверно ли он получился? Пишите в комментариях. А также подписывайтесь на Boosty и Patreon, ставьте лайк.